Мгм. Но я очень рада вас видеть. Взаимно. Меня зовут Анна Тюсвик-Бунда, и я представитель Фонда ума прав человека в Осло. И я хочу поздравлять вас на получение награды, да, по Норвежский союз писателей, который вы получили в марте. И хотела спросить вам, что значит эта премия для вас лично? И более широко, как для белорусских писателей. Да, хороший вопрос. Я обдумала его, потому что время какое-то уже прошло, и было как бы, да, и была возможность вообще подумать, что же эта награда, что же она означает. И я, конечно, когда узнала про нее, то такая была, я обрадовалась и удивилась. Стала думать, за что же, собственно, мне ее, ну, очень обрадовалась, что не одна, да, что вместе с Дмитрием нам ее дали, потому что было бы некомфортно как-то одной ее получить. Вот. Потом я стала думать, что, может быть, насколько справедливо я ее получила, потому что ведь есть столько людей, которые уже столько лет, да, делают огромную работу, а я просто в какой-то момент оказалась более, ну, заметной, наверное, да. И потом я поняла, что я не за себя, как бы я не для себя ее получила, что я представляю, ну, если совсем широко, то прям белорусский народ, да, ну это как-то может быть пафосно. Но во всяком случае я представляю какую-то часть людей, вот, и которых я вижу и слышу, и как бы чьи голоса я передаю, да, дальше, и транслирую, скажем так, в мир. Вот, и когда я поняла это, то мне стало намного более комфортно с этой наградой. И, конечно, это означало тогда и означает теперь, что нас видят, нас слышат, нас поддерживают, да, что вот мы не одни, и с нами, и за нами есть вот это, вот еще люди и целые страны, там сообщества и страны, и это, конечно, дает силы. И Дмитрий? Я со своей стороны скажу, что я полностью разделяю все переживания Ханны и, собственно, прожил и прошел ту же динамику примерно, да. Я только добавлю, что и это уже очевидно, что это какой-то новый мостик между норвежским обществом, норвежской культурной ассоциацией, не только писательской, да, и белорусской. Связи существовали, но они недостаточные, да, для полноты понимания друг друга. Ведь это же не только поможет норвежцам лучше узнать белорусов, узнать белорусскую ситуацию, да, но и нам поможет понять норвежцев, понять какие-то истоки, причины и основания для тех успехов в области демократизации отношений, да, в области какого-то становления независимой, самодостаточной, крепкой страны. То есть это такая новая возможность, и есть тому свидетельство, что импульс, который мы получили от премии, он уже набирает силу, и планируются какие-то дальнейшие совместные действия. И была ли какая реакция внутри Беларуси, когда вы получили премию? Ну, как резонанс. Ну, давайте я скажу тогда, да? Скажи. Вы знаете, что белорусская ситуация сейчас очень сложная. И даже те, кто очень обрадовались вот этой награде, да, они стараются, ну, наши коллеги, да, стараются очень сильно не афишировать это явление, это событие. Потому что, конечно, это привлекает внимание преступных белорусских властей, вот, и в связи с этим могут последствовать какие-то репрессивные действия.
То есть реакция очень хорошая, доброжелательная, но никто не старается ее очень Публично, распространять. да? Да. Да. Ну, то есть, да, была какая-то реакция, в принципе, то есть, что мы видели, что это заметили, да, то есть оно не то, что вообще прошло бесследно, вот, и была реакция, ну, как бы, я рассматриваю и такую публичную реакцию, и реакцию вот просто людей, да, с которыми вместе мы, например, в протесте, это люди, опять же, это там не обязательно творческие какие-то люди, абсолютно не медийные люди, да, просто вот с которыми мы как бы плечо к плечу все это время боремся за справедливость, и они, конечно, были очень рады, для них это тоже, ну, я видела, что для них это что-то значит, что вот они знают меня, да, а вот я там вместе с Дмитрием получила эту премию, значит, вот такая связь людям как бы тоже дает какую-то опору. А если мы говорим по роль искусства, да, в Беларуси, как известно, в советском время стихи и протестные песни, да, играли очень важную роль. А сохранили ли эту традицию на наше время? Потому что мы знаем, что литература, да, тоже были очень важны во время протеста в прошлом году. А почему вы считаете? Дмитрий, может, тебе что-то придет скорее в голову? Вы знаете, я давно в контексте белорусской литературы. И вот эта вот отзывчивость общества, аудитории на высказывание художника или поэта, она как бы неравномерная. Да? Иногда возникало ощущение, что вот эта связь теряется в связи с самыми разными обстоятельствами. И как раз события прошлого года, да, показали, что в ситуации экстремальной, когда информационный шум очень большой, когда много политических позиций высказывается одновременно, да, вот некий художественный камертон очень значим. То есть художник сообщает не только какую-то рациональную идею, да, есть духовный посыл, есть, конечно, есть эмоция, да, то есть есть определенная емкость высказывания, да, которая необходима здесь и сейчас. Вот. И это, конечно же, мы, писатели, художники, сразу почувствуем. Вот. Если говорить о каких-то акциях, которые происходили повсеместно в Беларуси, от больших протестных маршей до дворовых каких-то акций, то, конечно, искусство собирало людей прежде, чем они успевали вместе проговорить какие-то общие идеи и ценности. Да, то есть это флаг, это песни, это гимн, это, то есть какие-то общие знаки, которые мы сначала принимали вместе, да, а потом уже вот на этом основании как-то продолжали, углубляли, уточняли разговор. Ну и я добавлю, что, опять же, белорусы такие достаточно поэтичные на самом деле, да? Вот прям такие поэтичные души, даже не всегда, может быть, они это осознают до какого-то определенного момента, да? И вот поэтому они очень быстро, неосознанно реагируют вот на творчество, да, и как бы и сами творят, и реагируют на чужое творчество. Вот, поэтому и песни сразу же появились, да, на те же там символы Муры, и это не только новые какие-то песни, стихи, это, да, взято из предыдущих каких-то там периодов, из чего-то еще опыта, который близок к нам, да, вот эти Муры, там «Могутный Боже», да, на стихи там Ларисы Гениуш и так далее.
Вот. Они прям такие вот глобальные, такие вехи. Вот. Но также стали люди узнавать, и что есть там своя музыка, допустим, своя поэзия, что они современные, что они интересные, что в этом очень много энергии, и это та энергия, которая людям была нужна, да, которая, опять же, ты чувствуешь это не, даже как бы нерационально. Вот. Мгм. И в этом была какая-то радость тоже, да, в том, что вот эта песня, там, или стихотворение, и оно так отзывается, и оно вдруг такое понятное, да, мы вдруг заговорили все на одном как будто бы языке. Вот мне кажется, что вот искусство, да, оно стало очень-очень понятное людям, потому что мы все были вот на одной волне. Мгм. И Да, оно я видела тоже, Дмитрий, что вы тоже говорили с украинским ПЕН, что вы нашли вот такой общий язык, да? И что это важно сейчас сохранить этого язык, что люди... Да-да, и, э, и в те репрессии в отношении творческих союзов, творческих личностей, которые сейчас мы наблюдаем, говорят о том, что не только мы понимаем значимость художественного языка, да, для консолидации общества. Вот. И, конечно, у нас нет там, полноты видения, то есть как действовать в этой очень сложной и быстро меняющейся ситуации, да, потому что то есть то, что казалось ясно произносимым полгода назад, да, сейчас встречает какие-то артикуляционные трудности, да, то есть язык меняется, да, то есть и очень важно вот этот язык каждый раз обретать заново и заново устанавливать вот эти прямые, быстрые отношения с аудиторией, с обществом. Вот не могу сказать, что я собой в этом плане доволен. Но а как ваш стиль, он изменился во время политической кризиса? Ну, как ваше творчество, да? Как вы пишете? Ханна. Да, ну вот я могу сказать, что я осталась с собой, да, то есть какие-то, ясно, что я личность уже сформировавшаяся, но я стала писать о другом. Я никогда не думала, ну вот, многие как бы поэты, поэтки, они начинают и продолжают, допустим, писать, какая там, есть какие-то такие очень распространенные темы, например, там любовь, такое вот что-то, да, несчастное особенно. И у меня это были какие-то там темы типа отношений с родителями и так далее. Но я никогда не думала, что я буду писать вот такую лирику гражданскую, да, и что она все еще останется поэзией, потому что вот эта грань же тоже есть, да, все еще это, чтобы оставалось искусством, но, ну, допустим, с такой гражданской позицией. Вот, и конечно, изменилось вот это, да, темы изменились. Изменилось то, что я, например, стала писать и прозу. И прям такую вот, как я сейчас работаю, да, потиху такую полномасштабную, прям объемом с книгу прозу. Это лично для меня огромный рост и трансформация, которая произошла благодаря вот этим всем событиям и благодаря тому, что у людей, у огромной массы людей появилась потребность высказать что-то, да, и, как я считаю, они это могут сделать через меня, потому что я, как писательница, например, вижу свою роль, вот быть этим передатчиком. И вот у них есть потребность, а у меня есть потребность тоже услышать, пропустить через себя и передать. Многое из того, что я написал в прошлом году, можно отнести к такому жанру поэтического репортажа. И такая форма у меня появилась довольно давно, еще в 2000-х. И хорошо сформировалась, когда я начал отвечать на
украинские события в 13-14 годах. Но здесь есть одна очень важная как бы разница. Да? То есть я тогда тоже писал таким потоком такой внутренний репортаж, но я все-таки писал с очень большой дистанцией. Да, да, я приезжал в Украину, но я все-таки внешний человек. Да, и несмотря на богатые связи, постоянный контакт с друзьями, с коллегами, я понимал, что я не достигаю какого-то вот полноты, да, контакта, резонанса. Здесь же получилось вот для меня вот совершенно новое что-то, невероятная интенсивность событий, требования такого мгновенного ответа, который я слышал, да, и я понимал, что у меня нету моих слов, поэтому я как бы позволил себе, как бы открылся речевому потоку, который слышал вокруг. И в мои стихи вошли фразы, реплики моих друзей, людей, которые были вокруг. То есть я просто открылся, да, то есть ну как бы я позволил себе быть каналом, да. Вот. И это, собственно, вот для меня совершенно новизна. То есть как раз вот состояние мое сейчас отличается от состояния вот второй половины 2020 года, да, что я как бы утратил вот эту связь, да, но это может быть как раз не в смысле кризиса, да, такого вот, а может быть действительно с изменением ситуации, да, нужно искать новые каналы. Нужно по-другому устанавливать связь, да. То есть у меня сейчас пока нету полноты ответа. Ну, когда я слушаю, я подумаю сразу по Ахматова, да, когда она тоже была вот такой канал для людей, для родственников, заключенных. И когда вы говорите, это тоже вот такое чувство, да, и я сама, я читала много докладов по нарушению прав человека последний год, но это совсем по-другому, другой уровень читать ваши стихи и тексты, и тогда я могу, или я не знаю, если я могу, но все равно вот такое чувство, что я могу представить, что вы перешли как люди последний период. Я думаю, что это очень-очень важно. Но скажите, у вас есть вот такая красная линия, о чем вы не можете писать? Как табу? Я не уверена, я не думаю. Здесь скорее есть красная линия, что ты не можешь публиковать, наверное. Ну или, скажем, есть такое психологическое о некоторых вещах, наверное, личных очень. Вот мне проще писать о других людях, их истории, да, там я ходила в суды, и я делала пометки, вот тоже, как Дмитрий говорит, я просто ловила фразы, записывала и вписывала их, да, там, это документальная проза, вся проза это документальная, я просто говорила с людьми и вот прям передавала там их цитаты. Сейчас целый цикл у меня стихов о людей, которые уехали из Беларуси, да, за последний год, это тоже прям, ну, полностью их слова просто обработанные мной. Но когда дело доходит до моих собственных переживаний, моих личных переживаний, мне очень сложно об этом говорить. Не потому, что я там боюсь, нет. А просто потому, что, наверное, настолько где-то больно, и настолько оно все еще не завершено. И такие вот эти переживания и опыт, он настолько был новый, что, наверное, я еще не способна его осознать и принять, что это действительно произошло со мной тоже, и со мной тоже, что я не только передатчик, но я, в общем-то, и тоже через это все наравне с другими проходила и прохожу. И в том, что, наверное, это хоть и было где-то красиво, но также было очень страшно и продолжает быть страшно. И вот об этом я, о многих таких вещах своих личных я не могу говорить. Вот. Но есть вещи, которые просто невозможно опубликовать, и это то, что для меня, это то, что если мой текст может навредить другому человеку, да, как вот эта документальная моя книга, не знаю, люди рассказывают про свой опыт
на сутках, да, и я не знаю, в какой момент в их словах могут найти что-то крамольное, да, за что их захотят привлечь к ответственности, например, какой-то там уголовно-административной. И вот это для меня, допустим, является дилемма. Но также, я думаю, сейчас много дилемм у издателей, которые не могут издавать. И я столкнулась сама с этим, что издатель сказал, что только без моей протестной поэзии мы можем опубликовать мою книгу. Я, конечно же, отказалась, потому что не имеет смысла никакого, да. Но сейчас перед издателями постоянно стоит вот эта задача, что они могут публиковать, что нет. Потому что цензура. И опасность для них тоже. Я бы сказал так, что слово табу, оно такое очень сильное, да. Есть какие-то другие как бы ограничительные механизмы, и они в основном, они, скажем так, двух свойств. Да? То есть я как художник не должен потерять свою меру. То есть я могу стать каналом для голоса человеческого, да, но не должен становиться каналом идеологического какого-то потока, да. То есть даже если я какую-то идеологию разделяю, да, я должен понимать, что я художник, да, и есть определенная моя мера, да, и моя ответственность, да, вот не стать инструментом, да. Мы знаем, как эти метаморфозы происходили в начале 20 века, то есть мы знаем там, драму Маяковского и других художников. Да? Это один момент. И второй момент – это как бы момент этический. Да? Вот то, что уже затронула Ганна, да? Я не сам по себе, я живу среди людей. То есть у меня есть семья, у меня есть близкие люди, друзья, да. То есть и я должен помнить, да, что их там, свобода, здоровье, да, то есть находятся в постоянной опасности, и я могу своим каким-то действием навредить, да. Вот, но это как бы не табу, да, это нормальное, да, то есть это постоянно возникает в общении людей, то есть ты не имеешь права там касаться каких-то личных тем другого человека, по крайней мере, без его разрешения. Да, то есть это есть такой момент. Вот. Что касается цензуры, да, на самом деле литература, культура живет в очень разных формах, да, и реализуется в очень разных формах. Если возвращаться к традициям советского самиздата, да, то там очень многому можно поучиться. Вот. И я думаю, что и белорусское общество, и российское общество, да, то есть с которым мы сейчас очень сильно связаны, да, то есть я думаю, сейчас должны очень хорошо вспоминать вот эти вот уроки советского времени. Мы очень тесно входим вот в такие плотные слои. А вы чувствуете вот такую солидарность из русских писателей, украинских писателей сейчас? Я отвечу. Дело в том, что как бы есть определенная динамика, да, я не могу ее проанализировать до конца, просто могу назвать какие-то факты, да. Когда начался украинский кризис, началась российско-украинская война, я, естественно, поддержал борьбу Украины за свою свободу, за независимость против российской агрессии. Вот. Поскольку у меня очень много контактов, связей, творческих, рабочих с Россией, я почувствовал сильное охлаждение. Я почувствовал возрастающую дистанцию. Да?
сейчас в связи с белорусской драмой как-то произошло преодоление вот каких-то стереотипов, каких-то какой-то закрытости, да, и поэтому вот эта белорусская как бы ситуация стала даже каким-то мостиком для контактов с украинцами и россиянами. Это, конечно, я говорю не о пропутинских кругах, о людях там, демократически настроенных, да, свободомыслящих, участвующих в российских протестах, да, но вот все равно какие-то стереотипы, какое-то предосуждение, может быть, не до конца отрефлектированное было, и сейчас это в значительной степени снимается. То есть есть такое общее сочувствие белорусам, да, что вот преодолеваются какие-то старые, скажем так, болячки. Мгм. А Ханна, если я считала, что вы сказали, что вы не чувствовали страх последний год, да, когда вы стояли протесты. А если вы сравниваете ситуацию сейчас, как вы видите ситуацию в Беларуси сейчас, если вы сравниваете в прошлом году? Сейчас совершенно другая фаза протестов. Я бы очень не хотела, чтобы кто-то думал, что протест сдулся, да, как любили говорить. Как нам твердили весь этот год, собственно говоря, да, пытались нас убедить. Но поскольку и в этом, конечно, ценность того, что я все еще внутри, здесь, в стране, да, и я это вижу и чувствую, что он продолжается, но продолжается на другом уровне. Очень-очень тихо, да, внутри многих людей. И я считаю, что это настолько же важная фаза, насколько вот была та очень яркая, бурная, такая заметная фаза, да. Это потому что это естественно просто. Невозможно все время быть на подъеме, как бы, да. Но и такие репрессии, мне бывает страшно за то, что какая-то выжженная земля просто теперь. Страшно, что же останется. Очень обидно за всю сделанную работу, за все эти годы, да, когда не благодаря государству, а вопреки столько всего, столько развивалось, столько мы там, ну, я как часть тоже сообщества, да, там, гражданского общества и так далее, сколько всего создано и развито, и сколько могло бы быть, и вот этот огромный потенциал, когда я вижу, сколько сделано, какой есть огромный потенциал, если всю эту энергию, которая идет на разрушение, направить на созидание. О, Господи, тут уже был бы рай на земле. Вот, и мне, конечно, осознавая это, все очень больно. Ну вот просто по-человечески очень больно. И бывают моменты беспомощности, да, но потом я понимаю, что так, наверное, всегда было, есть и, к сожалению, будет вот эта вот борьба такая, видимая и невидимая. И нужно обязательно продолжать и вот эту внутреннюю работу. То, что я точно могу сделать, это в себе эти трансформации как бы направить в нужное русло, да, стать, сохранить в себе человека, стать лучшим человеком, развиваться дальше. Это тоже способ протеста. Дальше развиваться, становиться умнее, становиться образованнее, становиться добрее, продолжать там помогать людям, какие-то делать проекты снова же, да, вопреки. Говорить на белорусском языке, создавать, как-то продвигать. Ну, в общем, сейчас это ну, огромная грусть, это точно не страх, это большая грусть, тревога, но в то же время вот это упорство, я все равно в себе лично ощущаю вот это вот упорство, да, что назад все равно дороги нету, некуда там возвращаться, все, только вперед. А последние месяцы государство тоже закрыли, ликвидировали несколько организаций, да, гражданские общества. Несколько, Тоже это мягко белорусский, сказано. да, тоже белорусский ПЕМ. И что для вас это значит? Ну, И для скажем, писателей, конечно. мы все понимаем, что мы как работали, и организации на самом деле, потому что организации — это люди.
В первую очередь. И люди, как делали мы, да, там и мы продолжим это делать. Только у нас усложнится жизнь, да. То есть придется проходить, опять же, дополнительные, опять же, тратить энергию на то, чтобы бороться с ветряными мельницами, вместо того, чтобы направить эту энергию на, да, на активное там созидание. Вот, то есть это юридические какие-то сложности теперь, да, это, опять же, репрессии в сторону людей, да, вот с организацией разобрались, теперь могут пойти там по отдельным людям, да, это где-то релокация, это переорганизация, реорганизация процессов, это каналы, через которые доносишь, опять же, до людей информацию и так далее, ну, то есть просто огромное количество энергии, оно тратится. Но мы, конечно же, продолжаем свою деятельность, свою работу. Никто не думает, что кто-то прям возьмет и бросит. Только потому что какой-то там суд, недосуд, решил, что он имеет право вообще ликвидировать нас, и что этим решением что-то может поменять. А Дмитрия, я считала, что вы тоже сказали после ареста Кристина, да, что для вас это был тоже позитивный опыт. А вы можете этого объяснить, что вы получили? Ответ я бы связал с тем, о чем мы уже говорили сейчас, да, что для меня самое главное достижение прошлого года – это не протест, да, в котором мы в котором мы участвовали или который все видели, да, а вот появление вот новой общности белорусов, да, то есть это можно назвать как бы новое рождение там, белорусского народа, или же возникновение такой вот необыкновенной, в общем-то, уникальной этической солидарности людей поверх политических, национальных, религиозных барьеров, да, то есть то, что мы очень сильно переживали, да, и самая большая как бы тревога это за то, чтобы это действительно не исчезло, потому что понятно, что мы это получили даром, мы не заслужили это, да. И поэтому с подарками очень часто человек обходится легкомысленно, то есть не понимает цену вот этого дарования. Да? И когда общество рассекают, да, то есть кто-то оказывается в тюрьмах, кто-то вынужден уехать из страны, кто-то уходит в какой-то форме в подполье, да, то есть отказывается от активной гражданской позиции, от какой-то активной творческой, активно выраженной деятельности, да, мы вдруг становимся диссоциированы, да, и поэтому, когда я оказался в сообществе людей по ту сторону решетки, да, я был потрясен вот этой как бы никак не исчезнувшей, да, никак не умалившейся солидарности, то есть, которая проявлялась везде, которая проявлялась в камере, которая появлялась, когда на пересылках, когда там заключенных из одной тюрьмы переводят в другую. То есть там была девушка, с которой нас вместе везли из РУВД, и потом мы дважды встречались, стояли лицом к стене в коридорах тюрем, вот, и успевали сказать друг другу там, или улыбнуться, или сказать пару слов. Понимаете, это какие-то настолько драгоценные, удивительные вещи, которые абсолютно не обязательно должны происходить. Да? То есть это какой-то тоже дар, и об этом хочется свидетельствовать, и именно говорить о том, что да, это все очень тяжело, и релокация, и заключение, но то, что нас объединяет выше этого, больше этого,
То есть не бойтесь, мы не утратим. Вот это вот единство, которое у нас уже появилось, мы его не утратим. Это уж точно только наша ответственность. А вы говорили сейчас про солидарность. А скажите, что норвежские писатели и читатели могут сделать, чтобы поддерживать вашу борьбу? Ну, продолжай, Дима. А я дополню. Понимаете, да. Есть несколько аспектов, да. Опять-таки, вот если говорить вот об этой как бы горизонтальной, да, солидарности, да, когда эта солидарность возникает не в каких-то творческих союзах или в каких-то таких вот элитных каких-то, да, сферах, да, а когда ты эту солидарность вдруг начинаешь переживать с бабушками, соседками, с которыми ты ежедневно встречаешься возле подъезда, да, вот, и они рассказывают, как они за тебя переживали, то есть как они за тебя молятся, как они рассказывают о каких-то своих семейных обстоятельствах, да, которые связаны тоже с нашими событиями. Вот. Очень хочется, да, чтобы вот эта какая-то поддержка, я не понимаю, как это сделать. И пока алгоритм никакой-то не виден и не понятен, да, чтобы вот эти рядовые люди увидели и почувствовали, что их поддерживают. Мы, писатели, это уже почувствовали. Но мы не можем это, ну, как бы сказать, транспортировать, да. То есть, да, конечно, я приезжаю домой там из Швеции, где меня принимали, где я говорил с министром культуры, я передаю, но нужны какие-то прямые какие-то линии, да. Вот я обращаю внимание на такой проект грандиозный, мировой, который был связан с Чернобыльской трагедией, да, когда была поддержка европейцами людей пострадавших, семей пострадавших. Да. Может быть, возможно, такая очень частная, точечная поддержка семей пострадавших от репрессий, понимаете? Наверняка это происходит, да, но это понимаете, как это вообще не нужно афишировать, да, это именно вот в этих каких-то частных встречах, да, и будет проявляться. Люди будут возвращаться домой и рассказывать, как их принимали в Норвегии, в норвежской семье, например, да, а норвежцы будут рассказывать, что они узнали больше о белорусах. Вот как было с проектом «Дети Чернобыля». Вот те молодые люди, которые сейчас выходили на протесты, да, в большей части это те, кто имел этот опыт в 90-х и в 2000-х. Светлана Тихановская из «Детей Чернобыля», понимаете? То есть это невозможно переоценить. То есть я говорю один из каких-то таких вот каналов, да, но это как раз вот то направление, в котором я бы предложил думать. Ну, наверное, тоже, да, Дима очень любит тему вот дворовых сообществ, и тоже меня заразил ей, и она на самом деле очень важна, и я вот подумала, я разговаривала с одним представителем очень важного двора Минского, да, прям, и когда мы говорили о том, что бы хорошо было бы, вот когда действительно, когда мы победим, уже можно будет, наконец, созидать, то он сказал, как здорово было бы, вот, чтобы был, например, неделя в году, фестиваль дворов, и вот эта неделя, и все дворы бы что-то делали, да, а я подумала сейчас, а может быть, это дворы в других странах тоже могли бы это делать, и, не знаю, как-то онлайн приглашать наши дворы, или как-то, или хотя бы заочно, ну вот, я могу написать про белорусский двор, может быть, кто-то может эту историю рассказать, пересказать там, да, что-то вот какой-то такой обмен, например. Вот, ну и я вообще придерживаюсь такого, что как бы нам никто ничего не должен, но очень бы хотелось, чтобы мы своим примером вдохновляли, да, людей и показывали, что, во-первых, ну вот это, как важна осознанность, как важна общность, да, и как важно это вот эти связи между людьми все время поддерживать.
Вот, и как бы, что, наверное, там с писательской какой-то общности можно, журналисткой, это рассказывать истории не только вот глобально, да, там 100-тысячный марш, а прям брать точечные истории людей, да, каких-то важных событий, какого-то дня, какого-то марша, рассказать, не знаю, про пенсионеров больше, вот, да, рассказывать наших пенсионерок в основном, как бы, да, вот про дворы, какие-то такие брать прям отдельные, и интересно про них рассказывать, чтобы... Но вот мне хочется, чтобы вдохновлять, да, потому что очень, ну, много есть чем. Солидарность, она невероятная, действительно, это прямо чудо. И мне кажется, будет очень важно, если наш опыт, который пока еще не завершен, он уже сможет приносить пользу, да, где-то еще. Да. Я хотела сказать, что я разговаривала с тоже азербайджанский адвокат, который сказал, что для них это очень важно, что вы сделаете в Беларуси, для них это дает большую надежду для будущего. Поэтому я думаю, что ваша борьба и ваша работа, что вы сделаете, это очень важно для многих стран, где есть тоталитарный, авторитарный режим. Хотела сказать вам благодарность, спасибо большое за разговор и удачи на ваша работа, которая очень-очень важна. Спасибо большое, очень тоже приятно. Спасибо за поддержку, да. Спасибо. Я должен сказать, что наши коллеги шведские и норвежские сейчас организовывают нашу совместную поездку в Швецию, в Норвегию, нашу с Ханной. Может быть, все получится, и в ноябре мы доедем до вас. Если не возникнут новые карантинные ограничения, там какие-то еще сложности. Ну и да, и готовится же Норвегия, по примеру Швеции, они готовят такой сборник с всякими там стихи, проза, да, вот наши в переводе на норвежский язык. Угу. Тоже. Ну, в общем, это очень хорошо. Да. Желаю, что мы можем видимся в Норвегии. Да, в ноябре. Угу. Да, а потом в Беларуси. И потом в Беларуси обязательно. На праздники дворов, на фестиваль дворов. Да. Хорошо. Спасибо огромное. Спасибо, удачи, спасибо за ваше время и удачи на ваша работа в разных странах. Да. Спасибо. Да. Передайте всем привет на белорусском пьяном тоже, Татьяна и других. Хорошо, обязательно. Да. Все тогда. Счастливо.